Друзья, всем привет! Начался 2025 год, и в этом году я перед собой поставил творческую цель, следующую, чтобы мой канал достиг 100 тысяч подписчиков. И вы можете мне в этом, друзья, помочь. Я обращаюсь к тем, кто меня смотрит постоянно и кому нравится мое творчество. Пожалуйста, не игнорируйте мою просьбу. Вам не сложно, подпишитесь на мой канал. Я думаю, что вместе с общими усилиями мы с вами достигнем в этом году, в 2025, на моем канале 100 тысяч подписчиков. Буду вам очень признателен и благодарен за это. Итак, в Германии началась предвыборная кампания уже набирает обороты. И как я уже рассказывал в своих предыдущих видео, сейчас мы будем в публичном пространстве Германии слышать много разных предложений от разных политиков, от разных представителей партий, которые участвуют в этой предвыборной гонке. И, конечно же, все эти предложения в большинстве своем, я так думаю, они будут касаться темы беженцев. Почему? Потому что тема миграции и беженцев в Германии в настоящее время это одна из самых таких вот актуальных тем, на которой можно заработать хорошие политические очки. И вот новое предложение, которое озвучил премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке публично. Беженцы должны иметь возможность выходить на работу быстрее. Это единственный способ добиться успеха интеграции. По мнению главы правительства Бранденбурга, он говорит, чтобы выучить немецкий язык, не обязательно быть Гёте. То есть он таким образом высказал свою позицию публичную по трудоустройству беженцев на немецкий рынок труда и обучению их немецкому языку. Мы сейчас создаем идеального беженца. Он должен уметь говорить по-немецки лучше, чем Гёте. Он должен знать все обычаи. Он должен уметь петь не менее 50 немецких народных песен без ошибок. Зачем такой длительный процесс интеграции? Задается этот политик, вопросом. Он приводит в пример другие страны Европейского Союза, правительства которых не делают такой огромный акцент на изучение языка той страны, в которой находятся беженцы. Как это делает, например, в настоящее время Германия. И в этих странах мы видим, что беженцы буквально через 3-6 месяцев после приезда они уже начинают работать и без знания языка. То есть какой-то, понятно, уровень знания у них есть. Какие-то там, наверное, А1. Но знания такого свободного общения нет. Но они уже все равно выходят на работу. И они востребованы, и они работают. То есть мы это можем также видеть на таких странах, как Польша, Чехия и Словакия. И в отношении украинских беженцев. Если в Германии 30% трудоспособных украинских беженцев не работают через 3 года, то Польша, Чехия и Словакия, более 80% украинских беженцев уже трудоустроены. Почему? Потому что там люди сразу выходили на работу, там государства в принципе не занимались обучением языка, какие-то, может, курсы были, но это не так все поставлено, как это в Германии. Но тем не менее мы видим, что там более 80% украинских беженцев уже трудоустроены. Причем это не через 3 года, это было буквально через полгода. Вот так. Также он считает, что интеграция будет работать только в том случае, если люди смогут как можно быстрее социально интегрироваться в наше общество. А это будет возможно только через труд, сказал Войтке. Кроме того, Германия нуждается не только в квалифицированных работниках. Мы также ищем нормальных работников во многих компаниях. Тут он в основном, я так понимаю, касаемо квалификации, речи ведет о беженцах из стран Африки, Ближнего Востока и также о трудовых мигрантах. Почему? Потому что именно эта категория, соответственно, если мы говорим о трудовых мигрантах, они уже изначально подтверждают диплом, они уже изначально ищут работодателя, получают визы и едут в Германию не просто так, они уже едут конкретно на рабочее место. С этими все понятно, с трудовыми мигрантами, это только квалифицированные работники. Да? Что касается беженцев из стран Африки, Ближнего Востока, там
другое законодательство, да, он побыл, он получил разрешение на работу, и он уже может в Германии работать, в принципе, даже не на квалифицированной работе. И Германия, я уже рассказывал в предыдущих видео, сама взяла на себя обязательства, согласно конвенции о статусе в защите беженца, да, что она должна этого беженца из Афганистана, к примеру, там, или из Эритреи, да, она его должна интегрировать. Конечным итогом его интеграции является получение этим беженцам постоянного вида на жительство или гражданства немецкого. Поэтому для него не важно, на какой труд он пойдет. Главное, чтобы он работал. Это нельзя отнести к украинским беженцам. Украинские беженцы имеют временную защиту, то есть временная защита ограничена сроком. Соответственно, пока действует временная защита, у украинских беженцев есть разрешение на работу. Как только временная защита будет окончена, автоматически будет потеряно разрешение на работу для украинских беженцев. Соответственно, украинский беженец, который в настоящее время работает, находится под защитой временной и работает на неквалифицированном участке труда, и который не подтвердил свое образование, у которого нет квалификации, да, грубо говоря, то у него не будет после окончания временной защиты оснований для того, чтобы он мог остаться в Германии официально на законных основаниях. Понятно. Поэтому тут, скорее всего, он обращается именно к трудовым мигрантам и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. Но сейчас такая же риторика идет и в отношении украинских беженцев, что зачем им учить язык, пусть сразу выходят на работу, и в процессе работы параллельно они уже будут знать язык, соответственно, что тоже будут, быстрее выучат язык, скажем так. Вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этому вопросу? Правильно ли эта позиция многих немецких политиков, чтобы беженец, не зная языка досконально, вышел на работу и потом уже этот язык немецкий изучал, осваивал в процессе, параллельно с трудовой деятельностью? Или все-таки нужно вначале, чтобы человек отучился, получил там сертификат B1, реально выучил язык, и потом его уже взяли бы на работу? Вот как вы считаете? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.